Классическим салатом мимоза мало кого сейчас удивишь, но если вы его приготовите на морском окуне горячего копчения, да еще которого вы сами закоптили в квартире в обычной кастрюле, этим вы точно удивите ваших гостей, а благодаря копченому окуню привычное блюдо заиграет совершенно новыми красками. Вы будете сами удивлены и точно удивите ваших гостей за праздничным столом с совершенно новым и неожиданным вкусом этого легендарного блюда. В описании к этому видео я оставлю ссылку на ролик, по которой вы можете посмотреть, как в квартире в обычной кастрюле быстро и просто закоптить морского окуня классическим способом копчения. Приготовленный по моему рецепту окунь получается невероятно вкусный, идеально сбалансированный по соли, жирный, мясо нежное и сочное, с богатым приятным дымным вкусом и ароматом. Для приготовления салата нам понадобится копченый морской окунь 250-300 грамм, картофель 350-400 грамм, морковь 350-400 грамм, сыр 150 грамм, лук 100-150 грамм, яйца куриные С0 4 штуки, масло сливочное 20-30 грамм и майонез. Морковь, картофель и яйца отвариваем. Картофель и морковь я варю сразу очищенными, но можно варить и в мундире, это как кому нравится. Овощи в процессе варки я подсаливаю за 10 минут до готовности. Пока яйца и овощи варятся, рыбу отделяю от костей и разделяю на кусочки. Сливочное масло убираю в морозилку, оно нам понадобится позже. Сыр натираю на мелкой терке. Лук необходимо нарезать и затем залить крутым кипятком. Когда все ингредиенты для сборки салата готовы, и пока яйца и овощи перед сборкой салата остывают, я сделаю майонез. Если вы используете готовый майонез, то этот этап пропустите. Из одного целого лимона необходимо выжать сок. Для этого я его сначала разминаю руками, чтобы лимон стал мягким, а затем при помощи обычной вилки выжимаю сок. Майонеза я приготовлю в этот раз много, целых 900 грамм. Этого количества хватит для приготовления сразу нескольких салатов для праздничного стола. Беру 300 грамм цельного пастеризованного коровьего молока и 600 грамм подсолнечного рафинированного масла. Молоко и масло смешиваем и взбиваем погружным блендером в течение 1-2 минут до густой консистенции. В стакан с лимонным соком добавляю чайную ложку соли, столовую ложку сахара, 2 столовые ложки горчицы, хорошо перемешиваю и добавляю все эти ингредиенты к основным компонентам. Перемешиваю до однородности, и майонез готов. Собирать салат я буду в раздвижной форме для выпечки. Можно собирать и без формы. Первым делом натираю картофель на мелкой терке и формирую первый слой. Если картофель недостаточно соленый, то можете его подсолить. На картофель добавляю майонез и выкладываю лук. Сверху выкладываю половину натертого сыра и распределяю его по форме. Сливочное масло достаю из морозилки и натираю немного, около 10 грамм, на мелкой терке сверху на сыр. Следующим слоем выкладываю копченого окуня. Добавляю слой майонеза. Сверху на рыбу на мелкой терке натираю яичные белки и 2 яйца с желтками. При этом 2 желтка оставляем, они нам пригодятся немного позже. Добавляю слой майонеза.
Следующим слоем на мелкой терке натираю морковь. Если морковь недостаточно соленая, то можете ее подсолить. Сверху на морковь добавляю слой майонеза и хорошо распределяю его по всей поверхности. Следующим слоем добавляю оставшийся натертый сыр и распределяю его по форме. И снова на сыр натираю немного, около 10 грамм замороженного сливочного масла на мелкой терке. Сыр смазываю майонезом. Хорошо его распределяю по всей поверхности. Затем снимаю форму и обычной ложкой немного выравниваю край салата. В качестве финального слоя натираю на мелкой терке оставшиеся яичные желтки. Вот такой красивый, яркий, аппетитный салат мимоза у нас получился. Салат мимоза на копченом морском окуне получается очень вкусный, с легким ароматом копченой рыбки.